Привет! В этом видео расскажу о своей поездке в Памуккале, одну из самых популярных природных достопримечательностей Турции. Вместе мы с вами погуляем по развалинам античного города Иераполиса, после отправимся в секретное и удивительное место неподалеку от Памуккале, узнаем интересные истории и факты и просто насладимся красотой Турции. Не будем терять ни минуты, погнали! Заходить в Памуккале я решил сверху, через южный вход. Подняться туда можно за 5 минут на такси. Проходим через ворота в Византийской стене и оказываемся среди развалин античного города Иераполиса. На территорию Памуккале можно было бы попасть из нижнего входа, поднявшись прямо к террасам. Но в обуви по травертинам идти нельзя, они хрупкие и не пережили бы такой поток туристов, поэтому с нижнего входа пришлось бы подниматься босиком по воде. Для видео это было бы, конечно же, эффектнее, но для поздней осени это удовольствие категории Б, я вам скажу. Поэтому мы выйдем с вами к травертинным маршрутам, которые проходят большинство туристов. Травертины Памуккале – это уникальное по своей сути природное явление, появившееся за счет того, что минеральная вода, перенасыщенная бикарбонатом кальция и рядом других химических соединений, нагревалась в недрах земли и вырывалась на поверхность через разломы. Тысячелетиями вода стекала по склонам и оставляла вот такой вот известковый осадок белого цвета, образовывая эти небольшие природные бассейны причудливой формы. Народу, конечно, не протолкнуться. Казалось бы, уже середина ноября, но тем не менее поток туристов не иссякает от слова совсем. Дядя чуть не подскользнулся. Да, здесь надо быть аккуратным. Вот так вот эта красота вся выглядит сверху. Такой каскад из бассейнов с чуть голубоватой водой в солнечные дни. Летом, конечно, она поярче будет. В общем, такая вот тусня здесь. Еще в начале нашей эры город Иераполис приобрел известность среди римских аристократов как лечебный курорт. Здешняя термальная вода обладает рядом целебных свойств и помогает оздоровиться при довольно широком спектре заболеваний. В наше же время Памуккале является одним из самых посещаемых мест Турции. Наибольшее количество туристов сюда приезжает в июле, августе, сентябре и октябре. Но, как вы видите, и в ноябре тут не протолкнуться. Будем честны, из-за нескончаемого потока людей, из-за того, что сейчас в Памуккале мало воды, можно легко словить диссонанс между ожиданием и реальностью. Так что будьте готовы к этому, если надумаете сюда приехать. Но Памуккале это не только террасы с водой, где кучкуется основная масса туристов. Здесь хватает и природной красоты и интересных локаций. Например, если отойти чуть дальше от основного скопления людей, то можно насладиться тишиной и прекрасными видами на долину, перекликающимися с просто какими-то инопланетными неземными ландшафтами травертинов. Мне, как человеку, живущему в городе, эта тишина была просто медом для ушей. Теперь возвращаемся к самому Иераполису, точнее тому, что от него осталось и дошло до наших дней. Чуть дальше от травертинов, в здании античных бань, расположился музей с археологическими находками. В одном из залов собрались сохранившиеся старинные саркофаги, обнаруженные во время раскопок. Их притащили сюда из некрополя. Каких-то выдающихся историй и фактов я про них не узнал, но можно зайти и посмотреть на то, как богатым и состоятельным людям оформляли места их погребения. Рядом находится зал с маленькими находками, старинными монетами и предметами быта. Мне было очень интересно зайти сюда и узнать, чем жили и пользовались люди 2 тысячелетия назад. Здесь, например, я узнал про такой предмет, как слезницы. В Древнем Риме в такие маленькие амфоры собирали слезы скорбящих на похоронах и ставили на могилу, чтобы выразить дань уважения усопшему. Вот вы видите эти маленькие сосуды на экране. Как только слезы из амфоры испарялись, заканчивали траур. Такой вот интересный предмет и традиция, связанная с ним. Обогнув музей, попадаем в еще один зал. Здесь собраны находки из театра Иераполиса, статуи и мраморные плиты с изображением богов и различных сюжетов. Во дворе музея тоже есть интересные экспонаты. Например, остатки колонн или еще несколько саркофагов с надписями. Не так богато украшенных, конечно, как те, что стоят в зале, но тоже очень интересно посмотреть. Опа, поймал тебя. Античный кот. Вон еще один. Крадется. За музеем находится античный бассейн с горячими источниками, и как его еще называют, бассейн Клеопатры.
Вообще в Турции есть пляжи Клеопатры, острова Клеопатры, вот и бассейн еще. Клеопатра, походу, знала толк в хорошем отдыхе. В бассейн поступает горячая вода из источников. В среднем температура воды в районе 40 градусов. Можно с кайфом забалдеть здесь, плавая среди античных колонн, разбросанных по дну бассейна, и почувствовать себя Клеопатрой. Ну или Клеопатром. В месте, где вода впадает в бассейн, есть колонки, с помощью которых можно качнуть и попробовать воды. Я, если честно, пробовать не стал. Но если кто был тут и пил, напишите в комментариях, как вода на вкус. Мы же выходим с территории бассейна и отправляемся дальше вглубь города. С горы, кстати, можно полетать на параплане над всей этой красотой. Иераполис был построен царем Пергама Евменом II в 1090 году до нашей эры. Из Пергама, кстати, тоже будет видео. Это я так намекаю, чтобы вы не забыли подписаться, чтобы не пропустить его. А тут мы оказались у статуи Аида, бога подземного царства в греческой мифологии. У римлян он именовался Плутоном. Статуя стоит над входом во врата Аида, которые ведут в пещеру. Тут также располагался храм, посвященный этому богу. В древности греки верили, что людей и животных, которые заходили в пещеру через эти врата, убивает дыхание Аида. Но современные исследования обнаружили огромное выделение углекислого газа и сероводорода в этом месте, что на самом деле и было причиной гибели любого зашедшего туда. Выше храма Аида располагается театр, где проводили представления и развлекали народ. Ну не все ж в термальных водах откисать. Отправляемся туда. Театр Иераполиса нужно обязательно посетить, если вы оказались в Памукале. Это поистине впечатляющее сооружение. Театр был гармонично вписан в окружающий ландшафт города, и с него открываются виды на сам город и долину с горами на горизонте. Наверное, это один из самых красивых театров, на которых мне удалось побывать. К изюминкам именно этого театра я бы отнес сцену с восстановленным нижним ярусом. Она дает какое-никакое представление о том, как все это выглядело. В наши дни, кстати, здесь иногда проводят концерты классической музыки. Попасть на такой — это, конечно же, мечта. Амфитеатр, друзья, просто потрясающий. Очень красивый, хорошо сохранился. Здесь в конце прогулки обалденно провожать закат. Виды открываются просто нереальные на горы. И если сегодня повезет, должен быть неплохой закат, красивый. После амфитеатра я направился к северному входу. Это самый дальний вход в комплекс. И если идти через него, то как раз можно оценить весь масштаб города. Иераполис за свою историю переживал несколько землетрясений, несколько раз разрушался и снова отстраивался. И свой рассвет город получил как раз под покровительством Рима, когда здесь организовался курорт. В эти времена в городе проживало до 100 тысяч жителей. Город также сыграл важную роль в распространении христианства, а в 90 году нашей эры в нем был распят и мучительно погиб один из 12 апостолов, святой Филипп. В общем, гуляем мы с вами, друзья, по ой каким интересным и значимым местам на самом деле. Иераполис постигла та же участь, что и большинство античных городов в этом регионе. Переходил от империи к империи, был разрушен мощным фракийским землетрясением в XIV веке и погребен под землей с течением времени. Откопали его уже в 20 столетии, и то не весь. Говорят, что под землей находится еще очень много всего. Вообще, если вы собираетесь в Памукале, я бы порекомендовал приезжать с утра пораньше, чтобы неспешно провести здесь целый день и рассмотреть все вокруг. Тут очень красиво и интересно. Ну а так подошел к концу первый день моей поездки. Вот так вот начинается мое турецкое утро с турецкого завтрака. Такой скромный, на одного человека. Сырок, огурчики, помидорчики, оливочки, омлет, чай, варенье к хлебу. В общем, с маслицем, конечно. Балдеж. Доброе утро, друзья. Сегодня ночевал в Памукале. Вообще я сбежал из Измира сюда на выходные, потому что в Измире обещали сильный дождь. Я решил, что зачем выходные проводить с дождем, когда можно уехать туда, где его нет. Но сегодня он настиг, утро такое пасмурное. Сейчас надо будет немного подзаправиться, и мы отправимся в еще одно очень интересное место, о котором мало кто знает на самом деле. Если вы оказались в Памукале, я очень рекомендую его посетить.
Надеюсь, нам удастся туда попасть сегодня. Надо отметить, что в Денизли вокзал очень понятный. Здесь 2 этажа, на втором, точнее, как на нулевом, наверное, там приезжают автобусы междугородние, а на -1 этаже находятся маршрутки. Перроны пронумерованы. И что самое главное, не часто такое можно встретить, здесь написано, на каком перроне какое направление. Вот, к примеру, если вы приехали в Памуккале своим ходом, то вам нужен перрон номер 76. Оттуда ходит маршрутка из Денизли в Памуккале. А здесь же нас интересует номер 17, Каклык. Мы сейчас туда поедем. Это небольшой городок. Наверное, не знаю, минут 20 будет ехать, может быть полчаса на маршрутке. В секретное место, о котором я говорил, направимся. Раскрываю карты, друзья. Направляемся мы с вами в пещеру Каклык. Туда легко доехать на машине, но добраться своим ходом оказывается непросто. Как мне сказал водитель маршрутки, в городе Каклык такси не найдешь, в чем я убедился сам, когда мы ехали по центральным улицам. А ехать к пещере нужно чуть за город, в поля, где кроме фабрик ничего больше нет. Я со своим турецким уровнем выживалого договорился с водителем, что он меня туда отвезет и подождет немного, пока я там брожу. Охранник у входа в пещеру был очень удивлен, когда к ним на территорию приехала маршрутка. Цвет воды, ну просто нереальный. Как же это красиво. Пещера уходит вглубь. Капает сверху. Ай-ай-ай-ай. Потолки низкие. Пробираться не очень удобно, конечно. У меня рост 2 метра. Пещера — это вообще не моя тема. Просто подземный Памуккале. Так и называют. Еще называют его Кучук Памуккале. Маленький Памуккале. Но преимущество маленького перед большим в том, что здесь есть вода. И выглядит это, друзья, ну просто потрясающе. Очень необычно. Если о Памуккале знали еще с античных времен, то это место открыли совсем недавно. Подземные ручьи вымыл грунт, свод рухнул и открылся вход в пещеру, которую расчистили. С 2002 года стали сюда впускать туристов. Процесс образования этих травертинов вы уже знаете, все по той же схеме. Подземный хлопковый замок, так переводится Памуккале, кстати, формировался тысячелетиями, только уже под землей. Интересно, что мощный поток воды уходит дальше под землю, в узкую расщелину. Не исключено, что в недрах земли есть подобные места, но только скрытые от наших глаз. Я, конечно, очень рад, что у меня получилось так удачно сюда попасть. Если вы окажетесь в Памуккале, я обязательно рекомендую заехать сюда и увидеть все своими глазами. Просто потрясающее место. После посещения пещеры я вернулся обратно в Денизли. Билет на автобус в Измир я взял на вечер. У меня было немного времени погулять и чуть-чуть поснимать город для вас. Тут вот я иду по какому-то кебабному Бродвею. Каждое первое заведение тут было с вывеской «кебабная». Ну вот я решил заскочить в одну из таких, чтобы попробовать местный кебаб. Заведение выбрал просто по самым лучшим оценкам на картах. Bugün pazar belli olmaz. İşin yoğunluğuna var. Şu an var. Bayram yerinde kebapçıların orada otobank yanındayız abi. Aydın gibi
fertig. Afiyet. Çok güzel. Teşekkürler. Сегодня у нас повторение кебабной истории. Еще я выяснил, это называется денизли кебаб. Собственно, мясо, баранина с жирком чуть-чуть на лаваше. Вот так вот кладется. Подается с овощами. Что тут у нас? Лук, помидор, перец, лимон. И это все вместе обалденно вкусно. Ну, честно, я такой вот всякие кебабы пробовал, но вот такой первый раз пробую, ну уже второй. Вот такое заведение. Очень прикольно все тут. Вот такая вот вывеска у этого заведения. Здесь очень вкусно готовят, так что рекомендую зайти, проверено. Что же можно сказать о самом Денизли? Это типичный турецкий город для жизни с плотной невысокой застройкой. Сам по себе он не туристический, все суперизвестные достопримечательности находятся неподалеку от него. Но как по мне, город заслуживает отдельного видео. Тут есть свои интересные и исторические места. Но я просто располагал временем и решил немного пройтись по улицам и зайти посмотреть пару мечетей перед отъездом. Первая мечеть, в которую я заглянул, была Улу-Джами, что в переводе с турецкого означает «большая мечеть». Эта мечеть новая, насколько я понял. Построили ее лет 20 назад на месте снесенной старой. И мне очень напомнило голубую мечеть в Стамбуле. Тут все поскромнее, конечно же, но цвета и оттенки похожи. Очень красивая мечеть. Просторная, с умиротворяющей атмосферой внутри. Вообще для меня посещение каждой новой мечети событие в какой-то степени волнительное, в том плане, что я каждый раз гадаю, какая же красота ждет меня внутри на этот раз. Вторая мечеть располагается на площади Байрам-Ери, и у нее есть одна архитектурная особенность. В ее нижней части есть проход, и это было одним из условий ее строительства, которое началось в 60-м году прошлого столетия. Внутри мечеть тоже очень интересная и красивая. Мрамор, окна с витражами, на стенах плитка с узорами, и накрыта вся эта красота искусно расписанным куполом, диаметр которого составляет 19 метров. Поснимал я быстро, чтобы никому не мешать, поэтому, к сожалению, без подробных кадров. Вот такая поездка у меня получилась, друзья. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий. Ну а я буду заканчивать. До скорых встреч в новых путешествиях. Пока.